Всем привет! Скоро Рождество, ну и конечно же новая Лего, как же без этого? Хотя спасибо на том, что осенью не было никаких новых легенд, думаю, разрабы хоть чуть-чуть-то прислушались к совету. Итак, перейдем к Леге. Винтерия, маг среднего ряда, базовая магическая атака, уменьшает вражескую скорость атаки и наносит урон. Ну и как же без истории персонажа? Рожденная в пронизывающем холоде зимнего снега в слиянии силы матери природы, олицетворяющая разрушение и время. Легенды гласят, что Винтерия обладает двумя божественными видами оружия. Она может сконцентрировать божественную силу Мороза, значительно усилив ее собственную магию, позволив ей, как главнокомандующему Зимним Королевством, вызывать всесокрушающую метель. Другое оружие — теневая цепь, украденная из подземного мира, в котором Винтерия сочетает божественную силу Мороза с разрушительной силой подземного мира. Любой, кого поразит эта цепь, даже божественное существо, потеряет определенный процент здоровья. Это пугающий факт, что все равны перед лицом зимы. Вот какая-то такая вот история у Винтерии. Ну и вернемся к самому интересному, а это навыкам Винтерии. Первый навык — Зимняя буря. Винтерия конструирует божественную силу и вызывает снежную бурю, поражая врагов в радиусе 200 метров. Приоритет отдается среднему и переднему ряду, а также снижает скорость атаки у пораженных на 8 секунд. Для меня скорость в этой игре — это самая основная характеристика. Везде, где можно, я качаю скорость по максимуму. Но смотря на сколько снижает скорость, но все же это крутая способность. И также хорошо то, что работает по переднему ряду, то есть по танкам. Второй навык — Винтерия поражает юнитов с наибольшим количеством здоровья цепью опустошения, нанося немного магического урона и 10% от максимального здоровья в качестве истинного урона. А вот тут уже интересно, 10% от максимального здоровья. Это не от текущего, а именно от максимального. Это слишком круто и слишком много. Истинный урон — это, как я понял, это абсолютный урон, то есть чистый урон, вне зависимости от сопротивления. И также, что самое интересное, это то, что с наибольшим количеством здоровья. То есть также работает против танков, так как у танков в основном наибольшее количество здоровья. Третий навык — защита снега. Винтерия окружает себя ветром и снегом, невосприимчивым к всему урону в течение 6 секунд. Каждое применение немного повышает ее магический урон до 5 повышения, рассчитывается отдельно. Каждый следующий навык лучше предыдущего. Абсолютный щит, так еще и плюс повышение магического урона. Главное, чтобы все это работало, а то вы знаете, как бывает, половина новых легенд совсем не рабочие. Ну и последний навык — это Повелитель Зимы. Винтерия получает магию Мороза своей палочкой. Каждый раз, когда союзник применяет навык Мороза, каждое применение немного повышает ее магический урон до 10 повышений. Рассчитывается также отдельно. Ну и тут мы снова возвращаемся к морозному паку. Сова, Брунгильда, Винтерия. И в бой. Ладно, это шутка, конечно. Но, в общем, тут нужно тестить это все. Но скажу так, если навыки реально будут работать так, как написано, то это новая имба. Как же много новых крутых героев уже накопилось. В каком паке использовать Винтерию и против кого? Ну, во-первых, я думаю, против танков. То есть, как написано, первый и второй ее навык будут работать определенно только против танков. То есть, будут сносить передние ряды. А в нынешней мете это очень поможет нам. Ну и в какой пачке использовать? Думаю, без лег типа Феникса, Лусти, Офелии тут не обойтись. Морозный пак — это, конечно, очень круто, но из одного навыка не стоит думать, что морозный пак все поменяет. Надо смотреть, какое усиление дают эти герои с морозным атрибутом для 4-го навыка. Думаю, в основном все будут ставить Винтерию к новым легам метовым, и особо ничего не изменится. Да, думаю, изменится только то, что если первый и второй навык будет работать хорошо и наносить достаточно много урона, то паки с двумя танками просто будут выноситься вперед ногами. Но это все нужно тестить, когда уже появится Винтерия. Стоит ли брать Винтерию? Конечно, да. Это же супер дешевый ивент. Рождество всегда супер дешево. Надеюсь, будет стрим к этому времени, и на стриме уже подробно покажу и расскажу о событии. Лично я буду брать ее в 4 звезды сразу. А когда уже получу и прокачаю, сделаю новый ролик, где уже потестим Винтерию в бою. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.